Сегодня очередной выпуск самых актуальных и чрезвычайных новостей о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе за последнюю неделю. Сегодня утром в Израиле, в городе Хайфа, был арестован известный российский актер Анатолий Белый, который уже 2 года проживает на земле обетованной и является инагентом. Арест производился согласования израильских и российских властей. Причина задержания – постоянное распространение Анатолием Белым ложной информации о спецоперации и российских властях. На данный момент Анатолий Белый находится в полицейском участке города Хайфа и в скором времени будет готовиться к депортации в Россию, где ответит за свои деяния перед судом. Организация по борьбе с преступностью и коррупцией во главе с Никитой Михалковым сделала весомый вклад к открытию нового учебного года. На конфискованные финансовые средства антикоррупционным комитетом у преступных элементов российского шоу-бизнеса были построены 12 новых общеобразовательных школ. Также будет повышена зарплата для учителей средних и младших классов. У известного советского и российского певца Александра Серова были арестованы все валютные финансовые счета на территории России и ближнего зарубежья. Причиной для ареста послужила информация, что Александр Николаевич Серов уже на протяжении длительного времени спонсирует и переводит крупные денежные суммы враждебным государствам для Российской Федерации. Антикоррупционный комитет Никиты Михалкова и Министерство культуры Российской Федерации после нескольких судебных заседаний приняло окончательное решение снять звание народной артистки России с известной советской и российской певицы Ларисы Долиной. Причиной для такого жесткого решения стали многочисленные правонарушения со стороны Ларисы Александровны Долиной. Будучи преподавателем и заведующим кафедрой Института культуры, Ларису Долину долгое время обвиняли в финансовом мошенничестве и получении крупных денежных взяток от студентов, что в итоге и стало причиной для снятия звания народной артистки Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба антикоррупционного комитета, дело о финансовом мошенничестве со стороны Ларисы Долиной было направлено в суд для возбуждения уголовного дела. Сегодня утром поступила трагическая новость о семье известной российской певицы Кристины Орбакайте. Чрезвычайным происшествием закончился отдых семьи певицы Кристины Орбакайте в Южной Америке в стране Перу. Кристина Орбакайте и ее подруга-певица Светлана Лобода, муж Кристины Михаил Земцов и ее дочь Клава совершали путешествие на яхте в Тихом океане на западе страны, на границе страны Перу и Эквадора. По данным СМИ, накануне вечером океанская яхта Кристины Орбакайте и ее супруга Михаила Земцова подверглась нападению с целью ограбления со стороны местных современных пиратов. Яхта Кристины Орбакайте не смогла уйти от неожиданной погони. В дело вмешался катер полиции. Однако до этого времени на яхте произошли трагические события. В результате нападения ранения разной степени получили певицы Светлана Лобода и Кристина Орбакайте. Тяжело ранен супруг артистки Михаил Земцов. Отметим, что это уже второе нападение на семью Кристины Орбакайте с целью ограбления за последние 3 месяца. Катер полиции Перу смог задержать нападавших пиратов. Все пострадавшие члены яхты были госпитализированы. Сын известной советской и украинской певицы Софии Ротару, музыкальный директор и продюсер Руслан Евдокименко из украинского СИЗО был депортирован в Соединенные Штаты Америки для начала нового судебного процесса по статье «Финансовое мошенничество в особо крупном размере». По последним данным, Руслану Евдокименко грозит пожизненное лишение свободы. Несколько часов назад в Москве в районе торгового центра под названием «Центральный»
преступники ограбили автомобиль известного телеведущего Ивана Урганта в тот момент, когда Иван Ургант находился в торговом центре. Из автомобиля исчезли несколько телефонов, в том числе айфонов, 2 ноутбука, кредитные карточки и финансовая сумма в размере 13 миллионов рублей. Преступников по горячим следам задержать не удалось. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает несколько трагических новостей из мира российского шоу-бизнеса и культуры. В реанимации в тяжелом состоянии оказался сын известного юмориста Евгения Петросяна Ваган. Причина госпитализации – острое инфекционное заболевание. Состояние сына Евгения Петросяна диагностируется как крайне тяжелое. Еще одна трагедия. Скончалась 20-летняя дочь известной российской юмористки Елены Воробей. Причина летального исхода – неудачная операция на сердце. Большая трагедия в рядах команды Никиты Михалкова. 2 дня назад в городе Кемерово при открытии нового филиала антикоррупционного комитета трагически погибли 3 члена организации. А именно российский актер, родной внук легендарной советской актрисы Алисы Фрейндлих Егор, родной брат известного российского актера Владимира Яглыча Николай и бывший участник спецоперации, член антикоррупционного комитета, молодой российский актер Алексей Комаров. Как сообщает пресс-служба антикоррупционного комитета, причиной трагедии стал взрыв в здании филиала антикоррупционного комитета. К месту трагедии в Кемерово прибыло руководство антикоррупционного комитета, известный актер Александр Домогаров и начальник Следственного комитета товарищ Бастрыкин. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. На данный момент несколько сотрудников антикоррупционного комитета находятся в больницах в состоянии разной тяжести здоровья. Это актер Юрий Назаров, Дени Байсаров, Руслан Байсаров, певец Михаил Муромов, актриса Ирина Муравьева, актеры Борис Щербаков и Александр Михайлов. А совсем недавно родные главы антикоррупционного комитета Никиты Михалкова, его супруга и дочь Анна Михалкова пошли на поправку и были выписаны из больницы. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.